Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня у меня есть две сборки, которые бы мне хотелось вам показать. Сейчас я прочекаю изначально, что тут у нас по псионикам. Не очень. О, звездочеты. Вот это одна из сборок, которую я хочу вам показать. А вторая сборка — это Галактика Грува. Вот сейчас будем смотреть, что мне будет приходить, и будем от этого отталкиваться. Но пока что... Опа. Лулу пришла? Не, ну, надо, наверное, на звездочетах играть, раз мне Лулу пришла изначально. И желательно, конечно, 3 звездочета заранее получить, чтобы настакать эти жертвы. Но, в принципе, если не будут звездочета, то как бы не особо беда. Можно будет потом в лид-стадии настакать. Но лучше, конечно, заранее настакивать стаки на вот этих вот звездочетах. Короче, об этом чуть-чуть попозже, естественно. Тут мне, кстати, еще и Джинкс выпало. Можно будет на зверином отряде стартануть. Ну, посмотрим. Короче, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Также эту игру я играю вместе со своим подписчиком под псевдонимом Марк. Поэтому катка должна быть достойная. Тут мне сразу 3 пастуха выпало, можно будет их поставить, в принципе, на начало. Но я хотел бы, конечно, поставить не пастухов, а звездочетов. Но что-то пока как-то грустно, не хотят они идти. Печально. Ну ладно. Ладно, про пастухов мы уже с вами разговаривали, я рассказывал, что они дают. Они дают вот это вот животное, которое усиливает, соответственно, силу умений на 15% до конца боя. Если несколько раз кастанет, то, соответственно, все эти суммарные усиления, они стакаются. Так. По поводу вот этой вот сборки звездочетов. Она, конечно, не самая сильная. Вот это вот неправильно выразился. В этой игре звездочеты не самые сильные. Но в целом это приятный такой бонус. Опа, божественный артефакт, бабки... Поднятие уровня в одиночку или божественный артефакт. Ладно, возьмем поднятие уровня в одиночку. Мне поднятие уровня в одиночку нравится. У меня, в принципе, есть для этого герой. Можно его поставить. Можно даже не его поставить, а можно поставить... Можно поставить... Кого можно... Ну, в идеале, конечно, Брайер бы поставить, но чего нет, того нет. Поставлю его грань бесконечности, сделаю и броню закину. Вот. В чем суть этой аугментации? Ну, мне кажется, я, конечно, ошибку сделал. Лучше всего надо было взять божественный артефакт. Ну, как говорится, ладно. Вот. В чем суть вот этой вот аугментации? У вас уменьшается стол до одной фигуры. Если эта фигура, дай бог, будет у вас 2 звезды, то это будет прям шикарный старт. Потому что за каждую убитую вражескую фигуру вы получаете опыт. И это на самом деле топчик, если у вас изначально есть хорошие фигуры. Вот, допустим, я сейчас 3 типов завалил и получил плюс 3 опыта. Завалил же? В идеале, конечно, это изначально получить Брайер, Диану, Гвен. Вот такие вот герои в соло просто разваливают, дай бог, каждому. Ну и плюс, соответственно, если еще и предметы хорошие приходят, то там забей, там вообще по кайфу будет. Так, Маукай, Ургот. Ну, мне кажется, Ургот будет посильнее, чем Джинкс. Его поставлю. Он в целом массовые атаки делает, плюс броню себе стакает. Ну, я думаю, Ургот будет посерьезнее. Так вот, по поводу Шая. Шая — это вообще сильный керри-герой, но не всегда одна в соло может как бы справиться со всеми вражескими фигурами. О, тут тоже сильный стол. Дефолтная Галактика Грува, она в каждой игре. Кстати, ребят, мало комментариев под роликами, мало. Надо больше комментариев. Пишите, что думаете вы, что в целом можно было бы улучшить и так далее, и так далее, и так далее. Не стесняйтесь. Я так же сам считаю себя еще новичком. Поэтому не идеально играю, но уже почти взял в соло-ранге изумруд. Думаю, это как бы многого значит. Не, ну, конечно, Ургот нормально наваливает. Хотелось бы, конечно, его в 2 звезды. Да в целом бы хотелось какую-то фигуру бы в 2 звезды. Это было бы прям по кайфу. Ну, как нормально наваливает. Хорош. Жалко, конечно, фигура у меня не в 2 звезды. Может, Израиль придет. Хотя Израиль тоже такой себе типчик. Гвен есть. Не знаю, может Гвен поставить. Хотя, ну, те предметы, которые у меня сейчас есть, они не очень под Гвен смотрятся. Они больше под физового керри какого-то заходят. Ну, да, тут, конечно, у моих противников столы посерьезнее будут. Да. Наверное, все-таки я сделал ошибку, и надо было брать изначально предмет
Божественный. Ну ладно, что сделано, то сделано, как бы правильно. Правильно. Вообще, типа, если изначально вам приходит Брайер в 2 звезды, ну, условно говорю, да, то с Брайером в 2 звезды поднятие уровня в одиночку это сочно. Это очень сочно, потому что она чуть ли не самая сильная фигура в 1 звезду. Ну, чуть ли. По крайней мере, мне очень нравится Брайер в 2 звезды ранее. Особенно под поднятие уровня в одиночку, это топчик. Не, ну на самом деле, типа, я эту агментацию уже нормально так отбил. 5-й уровень взял. Дай бог придет усиление, вообще шикарно будет. Ну, посмотрим. Не, если Ургот 2 звезды придет, то это вообще будет идеальная реализация аугментации. Через 8 раундов, ячейка. Мне кажется, лучше взять ячейку. Да, лучше возьму ячейку пайк, вот это все. Можно броню взять, можно граль ночи сделать. Но мне просто эти предметы особо-то и не нужны. Мне под шаю совершенно иные предметы нужны. Можно, конечно, решимость титанов сделать, но мне эта решимость титанов тоже как бы никуда не заходит. Ну, возьму каплю. Хотя, наверное, стоило все-таки взять решимость титана. Я думаю, я бы придумал, куда эту решимость титана засунуть. Ладно. Что взял, то взял. Просто, понимаете, я сейчас эти предметы наделаю, а потом мне под шаю нечего будет поставить. А что потом делать? И что потом? Суп с котом. Я вот, кстати, попробую Акали сделать. Акали вообще сильный герой. И предметы под нее подойдут. Клятва защитника мне тоже в целом зайдет неплохо. Сюда. Ну, я думаю, Акали справится. А если Акали еще и в 2 звезды придет. Кстати, тоже Акали, если в 2 звезды приходит, и у вас поднятие уровня в одиночку, она прям наваливать будет. Ой-ой-ой. Урона у нее будет космос. Так вот, по поводу Шая. Шая это сильный керри, который может даже заднюю линию спилить, бив при этом танков. Потому что она там, ну, наверное, знаете, более подробно все-таки стоит поговорить, когда она придет. Но в целом, мне кажется, это не самые сильные звездочеты, которые вот под Шаю. Но в целом это приятные звездочеты. ХПшку дают, скорость атаки дают. Ну, не самые сильные. Типа, мне кажется, есть звездочеты посерьезнее, условно, там, которые дают каждые 2 секунды силу умения и силу атаки. Мне кажется, это будет намного лучше, чем звездочеты вот эти, которые дают скорость атаки и хпшку. Но в целом, первая линия будет такая жирненькая. Вау. Эх, дайте мне Акали, пожалуйста. Вообще, не знаю, может быть, я неправильно эту агментацию сейчас в целом реализую. Типа, было бы намного, наверное, круче, если бы я взял бы и Акали нашел бы в 2 звезды. Просто я мог бы потерять кучу денег, пока искал бы Акали в 2 звезды. Лишние фигуры сейчас попродавал, чтобы выйти в хорошую экономику. Просто, знаете, я такой немножечко жлоб, который вот прям за своей экономикой следит. Мне нужна хорошая экономика. С хорошей экономикой в целом легче камбэкать. Но с сильным столом как бы еще легче камбэкать. Ну, это, думаю, база. База, которую все знают. Кстати, Акали, когда кидают эти вот свои дротики, они критуют, они на минус 2 брони уменьшают вражеским фигурам. Тоже прикольно. Ой, тут пайк жесткий у него будет. Будет больно бить. Чел там спамит что-то. Зачем спамит? Непонятно, зачем спамит. Ну да ладно. Ну, скажем так. Частично эту аугментацию я реализовал. Частично. Можно было бы, конечно, лучше реализовать. Ну, имеем то, что имеем, правильно? Как бы нет смысла об этом как бы сидеть и задумываться. Ну, хотя бы 2 компонента получу. Правда, не те компоненты, которые бы мне хотелось, но пойдет. Трокс. Поставлю его. Это так. Это так. Лишние фигуры нужно будет попродавать. Мне надо под Шаю 2 ярости Кракена и 1 красное усиление. Это в целом в идеале бы такое. О, 1 ярость Кракена есть. Сейчас объясню, почему именно ярость Кракена. Блин. Мне бы, конечно, еще 1 лук с плащом. Было бы идеально. Но это я как бы дохренище уже хочу. Так. Пока что приходится то, что мне не надо. Ладно. Быстро. Талона возьму. Он же Сильвестр с талоном. Что у нас тут? Лук есть, броня. Я броню возьму.
сделаю стенку изначально. Хотя, на самом деле, наверное, стоило мне с яростью Кракена задуматься. Ну, допустим, предметы на стенку у меня уже есть, хорошо. Так, тип на галактике грубо играет. Так вот, по поводу ярости Кракена. Когда вы настакаете 15 стаков, каждый стак дает 3,5 силы атаки. Это много. А когда настакаете 15 стаков, то, соответственно, там добавляется вам еще скорость атаки. Плюс сама ярость Кракена дает неплохие статы, как предмет. Поэтому 2 ярости Кракена мы берем, получаем нормально так силы атаки, плюс мы получаем урончик, скорость атаки. Ну и там немножко сопротивления все-таки есть. Задняя линия, точнее не задняя линия, а сам герой станет немножко плотнее против магии. Ну, как бы первое неплохо. Или может... О, счастливый сундук. Бустер. Ладно, я возьму бустер. Мне нужно усилиться, мне нужен бустер. Что у нас тут по Леоне? О, Леона. Возьмем. Возьмем Леону. Может быть, она мне быстренько придет в 3 звезды, и у меня будет отменный танк. Опа. 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 А это мне уже нравится. Это мне капец как нравится. Звериный отряд, конечно, выпал, он мне не нужен. Мастер Yi выпал, вот это хорошо. Мы сможем мастера Yi закинуть грань бесконечности и будем себя отменно чувствовать. Талон, кстати, подсвечивается. Ну, кстати, по-моему, подсветка вот этого талона, она ничего не дает. Он просто подсвечивается и все. Поэтому я его продам. Ну, хорошо, что хотя бы мастер Yi мне выпал. Я, конечно, надеялся, что мне выпадет Шая, но имеем то, что имеем. Ну, в любом случае, этот бустер я продал. Половину и получил хорошую экономику. Да, псионики, конечно, тут такие себе. Не под мою сборочку. Вот это Нуну, это тоже классный танк. Который нормально так контроля накидывает. Если он еще во вражеского Кири плюет, а если 2-3 раза плюнет за раунд, то это вот вообще 10 из 10. Ну, Кай нужен. Хочется в хорошую экономику, конечно, сыграть. Надо Ургота продать, я думаю. Хотя Мастер Yi так пришел, прикольно. Поставим синергию Новы. Синергия Нова сейчас благодаря Атроксу будет раскалывать броню и сопротивление, что топчик для меня. Правда, через 8 секунд, но все равно раскалывает, что это топ. Давай, 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 Мастер Yi, наваливай. Я что, зря тебя поставил и так разрекламировал? Я когда-то вам покажу реализацию Мастера Yi. Это сильный вообще герой. Не идеальный, но сильный. Так, ну тут я, к сожалению, проиграл. Ну, ничего страшного. У меня хп много. На 8 уровне будем ролиться. Там у меня будет шанс на фиолетку хороший. И будем кайфовать. Может, мне сейчас бок даст Шаю. Надеюсь, конечно. ПВЕ. Ой-ой-ой. Не, ну крабью тусовку надо брать. Конечно, ячейки бы хотелось бы взять. В конце бы, если я бы выбрал 3 ячейки, они бы на 50% усилились. Но я возьму ПВЕ. ПВЕ топчик. Надо лук еще брать. Как раз Моргана. Моргана, конечно, мне не нужна в моем билде. Но можно было бы ее поставить. Но в целом, красное усиление будет. Так что топчик. Там Кенч. Сюда. Сюда эту малышечку. Хорошо. Вместо кого-то поставить, а? Ну, пока так сделаю. Вместо Нуну поставлю. Все равно она мне особо сейчас ничем не поможет. А там Кенч хотя бы может мне что-нибудь полезненькое засумонить на самом-то деле. Типа, короче, в чем суть этого там Кенча? Он является еще синергией Оракул, кроме дебаширов. И раз в 3 раунда он может что-то вам давать. То есть это может быть деньги, может быть какой-то компонент, а может в целом героя засумонить. И там Кенч это полезная фигура. Плюс он неплохой танк. Ой, как хорошо у меня Мастер Yi в заднюю линию зашел к чувакам. И переключился на танка. Вот падла. Только я вот
Обрадовался, что он пошел заднюю линию месить. А он пошел месить танка. Козел. А вот если бы не месил танка, то было бы все хорошо у меня. Но он решил танка помесить. Ну и ладно. Больно-то и хотелось. Леона, кстати, неплохо сыпется. Диана, отлично. Поставим вместо мастера И. Мастера И продаем. Чтобы вы понимали, сейчас за каждую монету сбережений у меня шанс 25% на то, что у меня будет спавниться Леона. Я, короче, поставлю звездочетов, чтобы уже стакать себе алтарь этот. Когда настакаю 60, то у меня будут усиленные бафы. Но на самом деле, мне кажется, эти звездочеты не самые лучшие под Шаю. Да, они приятные, но не самые лучшие. Ну, короче, такое. Но в целом, почему бы и нет? Так, чел... А, это Марк играет на зверином отряде. Ого. Но у него хпшки уже мало, как бы, ну ты шо. 18 хп у него осталось, и у него только 300... Не, если он так и дальше продолжит, то он сейчас вылетит. Вы прикиньте, у него 18 хп, при этом у него 300 очков. А у этого 500 очков почти, ого. Вот это печально. Ну, будем надеяться, что этот тип вылетит. Тут Винстрик у типа на темной звезде играет. Тут непонятно. Тут пока тоже непонятно, о чем будет играть. А там будет Галактика Грува. Ну, Галактика Грува это дефолт. Сейчас мы будем уже 8 брать, и на 8 начинаем ролиться. Жестко, активно ролиться. Находим Шаю и кайфуем. Деньги сюда. На самом деле мне очень нравится, когда крабья тусовка спавнится. Крабья тусовка это топчик. Я даже, знаете, немножко жалею, что изначально я взял ячейку. Наверное, все-таки стоило крабья тусовочку взять. Легендарный дубликат дали. У-у-у! Имба. Это имба. И то, что легендарный дубликат мне дали, это вдвойне имба. Так, маукаю 2 звезды. Арбитр пойдет. Может, нахрен этих арбитров уже. Распродать их, да и черт с ними. Так, держим кулачки за то, что я найду себе Шаю быстренько. Мне нужно еще будет найти плащ. Будет топчик. Будет топчик. У меня будет... А, ну, блин, один ярость Кракена всего лишь будет. Тогда не топчик. Ладно, в будущем найду. Надеюсь. Короче, 2 ярости Кракена и красное усиление, это в целом, ну, так, если посудить, то это максимальный урон, который может выдать Шая под этими предметами. Но сомнительно, конечно. Я думаю, есть и посерьезнее как бы, моментики. Вот это возьмем. Векс пришел, понимаю. Я взял сейчас, короче, инвестиции. И каждый раз, когда у меня будет свыше 80 монет, я буду получать 3 халявных ролла. 3 халявных ролла это топчик. Это то, что как раз мне пригодится. Во-первых, у меня сейчас много денег. Я могу вдруг чего пойти и в уровень. Но и мне сейчас нужно наролить именно сильный стол. Поэтому сейчас ролим сильный стол, и от этого уже дальше будем отталкиваться. Фиоров 2 звезды. Не, ну, типа, тут слабенько, объективно говоря. Слабенько. Очень слабенько. Да, слабоват типочек. Даже, я думаю, он отлетит. Ну, посмотрим. Не знаю, на самом деле, типа... Может быть, под другими предметами Шая даже намного больше урона нанесет. Условно, если там убийца великанов будет, с аугментацией, которая будет давать убийственность абсолютно по всем фигурам, то я думаю, с убийцей великаном, гранью бесконечности Кинг-Конг Гинсу, она будет прям нормально наносить урона. Но именно вот эта вот сборка, которую я вам показываю, с помощью 2 ярости Кракена и красным усилением, есть свои плюсы. Потому что Шая, она бьет по многим фигурам с помощью своей способности перьев. Так, там Кенч идет, что не в себя, обалдеть. Ну, хорошо.
Так, ну в целом мне вот эти ребятки уже не нужны. Дайте Шаю, ну пожалуйста. О, Шая, отлично. Еще и Киндред. Так, ну уже отталкиваемся от того, что имеем, правильно? Так, отлично. Отлично, это продаем. Делаем красиво. Там Кенч вообще хорошо идет. Надо, кстати, будет предметы перекинуть в там Кенча, мне кажется, уже. Сейчас посмотрим, что мне там бог предложит. Так вот, с помощью красного усиления, когда Шай активирует свою ультимативную способность, она начинает накидывать перья. И эти перья летят, грубо говоря, по всем вражеским юнитам. Ну, не по всем, а там есть радиус, но все равно она по многим фигурам вражеским летит. И, соответственно, эти все фигуры задеваются красным усилением, а это поджог и, соответственно, чистый урон. Видите, сколько у меня чистого урона? Поэтому это топчик. Плюс она еще перья свои возвращает. Ну, короче, это хороший массовый урон. То есть Шая прикольный керри, не самый лучший. Вообще не самый лучший, но просто прикольный, хороший керри, который нормально так наваливает. Там магического урона очень много, надо будет Коготь дракона найти по-любому. О, вот это вот отлично. Усиление скорость пойдет. Векс, Бард, Корки, спасибо, это все мне не надо. Ладно, возьму Корки, там хотя бы лук есть. Я клинок Гинсу хотя бы закину. Отталкиваемся от того, что есть. Вот сейчас у меня будет примерно, ну, не скажу, что прям такой же урон. Кстати, Шен выпал. Вообще топчик. Еще и вот так вот ячеечь, вот усиление это закинул. Да, вообще песня Шая. Отлично. Эх, как же я надеялся. Ладно, я не буду этот дубликатор юзать. О, отлично, все, Шая в 2 звезды. Как же хорошо, что я не юзнул этот дубликатор. Так, вот это, вот это, вот это. Мне, кстати, всего лишь... Я не в того закинул предмет, ой, дурак. Мне надо было закинуть там Кенча, я закинул в Нуну. Гений. Поспешил. Тупо поспешил сейчас. Очень плохо поспешил. Ладно. Мне, кстати, осталось всего лишь 4 тама Кенча. И я его соберу в 3 звезды. И, по сути, могу рискнуть, сролить кучу денег и собрать себе там Кенча в 3 звезды. Это, на самом деле, мне дохренища чего даст. Ну, кстати, тоже нормально так урона накидываю. Так вот выйду в 70 монет. Джакса я уже не соберу в 3 звезды. Там это бесполезно. Так, что ты даешь? Лук дал еще один. Прикольно. Но раскол брони мне не нужен. Может рискнуть? Так, фиолочки скупаем. Ну давай. Маукай. Ну-ну. Там Кенч. Один там Кенч и все. Шая. Есть! Четко. Ну все. У меня сейчас будет гигант возможностей, которого ты хрен когда в жизни пробьешь. Охренеть. Вот это фартануло. На стадии 4-7 у меня там Кенч в 3 звезды. Мне вот интересно, что за награды он будет давать. Раз он в 3 звезды. Охренеть. Оу. Не, надо делать стенку себе посильнее. Что... О, ярость Кракена могу сделать. Но я не буду уже его делать. Мне, в принципе, достаточно тех предметов, которые у меня есть. Я эту аномалию, наверное, в там Кенчи закину. Потому что там Кенч у меня сейчас будет ни хрена себе хилиться с помощью облачения духов. 2% каждую секунду. Это, извините меня, много. 10 тысяч хп. У него же еще способность зависит от того, сколько он хп отрегенит себе. Четко. Надо сейчас будет обязательно прочекивать моих противников.
Чтобы они тоже фиолочку там себе не собрали. Ну, блин, будет круто, если я еще и шаю в 3 звезды соберу. Я сейчас, кстати, могу в хорошую экономику посидеть, пойти в уровень. И доставить себе еще 4 несокрушимых. Будет топчик. Да ты шо, песня какая. Ай-яй-яй. Мне, правда, этот предмет, который сейчас у меня лежит, он дает раскол брони, он мне не нужен. Но можно, в принципе, лишиться от Рокса и поставить кого-нибудь другого. Я рассчитываю, что мне Джин выпадет. Надо, кстати, фиолочки поскупать. Тут, ребят, в этой игре фиолочки, легендарки можно собирать в 2, в 3 звезды, даже нужно. Объясню почему. Когда вы будете продавать, допустим, двухзвездочную фигуру, вы всего лишь потеряете одну монетку. Но вы освободите себе пул героев. То есть вы у противника заберете пул героев, они не смогут найти ту нужную фигуру, а себе вы фиолочки как бы освобождаете и сидите кайфуете. Так, ну тут вроде никто так фиолки не собирает. Да, никто не собирает особо там Грейвс под темной звездой. Блин, ну можно будет собрать этот предсмертный шепот и закинуть Джина, чисто чтобы были статы, даже не за раскол брони. Мне кажется, я не получу еще компоненты, чтобы что-нибудь другое собрать полезное. Да. Не, это просто непробиваемая машина. Какой же он плотный. Еще и урона нормально наносит благодаря своей способности. Просто 6200 урона и 6000 шая. Ну, это, конечно, не самый могучий робот, который просто распиливает, что не в себя всех подряд. Но тоже, извини меня, полезная фигура. Перчатки вора. Класс. В Шена закинуть, что ли, или в Леону? Пусть будет в Леоне пока что. Ну, в любом случае, мне некому пока это закидывать никуда. Типы на галактике игру вдвоем играют и не могут забрать себе ни Орна, ни Самиру. Мне это нравится. Пусть они друг другу руинят. А я покайфую. Надо Джина еще собрать. Понижу броню и сопротивление своим противникам, усилю свою шаю. Кайф. Я думаю, они там в шоке, что я так рано собрал себе там Кинча. Но на самом деле мне там Кинч нормально так шел. Я аж офигел в моменте. Так, грань бесконечности, клятва защитника. Или Морилономикон. Но мне Морилономикон не нужен. Я возьму... Ну, ладно, грань бесконечности возьму. В любом случае, мне нужно будет найти Джина. Беру, короче, предсмертный шепот. Ну, а что делать? Я знаю, что он мне не подходит из-за того, что у меня есть синергия новая, но а что делать? Чела Насус почти в 4 звезды. А, у него аугментация на Насуса. Понял. Ему постоянно падает Насус. Да, это жестко. Ну, я могу даже 80 монет пойти. Потихонечку брать уровень. Халявные роллы копить от 80 монет. Да ты шо. Короче, моя аугментация, вот это инвестиции. Я хоть объяснил, как она работает, но я думаю, не все поняли, как она работает. Но в целом, за каждые излишние 10 монет, максимум 80 монет, вы получаете один халявный ролл. Итого, когда у меня 80 монет, я буду получать по 3 халявных ролла. Боже, какая же это жесть. Не, ну если так объективно посудить, то по сути шаю я не раскрыл. Поэтому, мне кажется, мне нужно будет ее переделать. Жду в комментариях фидбэк на этот счет. Тут мне по факту сейчас жестко тащит именно там Кинч. Жду ваш фидбэк. Что вы думаете, что вы скажете? Ну, мне кажется, что в действительности надо будет шаю переделать. Еще стоит вам показать галактику Грува. Потому что я ее не показывал. Я делал вырезку со стрима. Кстати, и по итогу Нуну больше всех затанчила урона. По итогу. Охренеть. Нормальный такой прикольчик. Нуну танчит больше, чем там Кенч. О. А мне нравится такой пайк. Он просто бьет мою первую линию, не может ее пробить. Если бы это был немножко другой пайк, который прыгает в спину, то он бы мою шаю уже бы сгрыз, я думаю.
Не, ну, кстати, Шай под клинком Гинсу себя хорошо чувствует. 15 тысяч. У меня Нуну танчит нереально. Может, Нуну соберу в 3 звезды. Гулять, так сказать. Мне нужен джин. Для красивой сборочки мне нужен джин. Там мою Шаю, кстати, купили. Это плохо. Так, тут чел фиолки никакие не собирает. Но мне не нравится, что у меня там Шаю стырили. Не трогайте мою Шаю. Так, Физа продаем. Рамус нам не нужен. Хотя можно было бы Рамуса оставить и закрыть себе несокрушимых. Но мне это объективно не надо. Так, что ты рыгнул? Я думал, что он как-то получше награда будет клепать. А он так себе клепает. Ладно, возьмем клинок смерти. В любом случае мне нужен джин. Джин еще противнику броню и сопротивление на 10% понижает. Чел с Самирой в 3 звезды, но без Орна в 3 звезды. И, соответственно, стеночки у него точка нет. Зато почти Насус в 4 звезды. Есть, кстати, аугментация на Насуса. Называется Боник. Хочу ее попробовать реализовать и показать вам, что она может. На самом деле такая смешная аугментация. Боник. Просто подходишь и палочкой боньк. Опять Барт идет. Так, выйду немножко из экономики. Хотя может Раста поставить. Да, я поставлю Раста. 10 брони сопротивления плюс 10% скорости атаки лишним не будет. Пока что. Потом заменим одного героя. Джина поставим, будем кайфовать. Мог бы вообще в 10 пойти, на 10-м ролиться. Угу, там чел Шена, Барда тоже нашел. Ладно, я думаю пока что в 10-й пойти потихоньку. Или может паролиться уже. Ну, просто у меня фиолка есть 3 звезды, я вообще ничего не опасаюсь. Ты же это смешно выглядит. Просто там Кенчи не могут пробить. Мне нравится. Вон, видите, Шая, когда активирует свою способность, она накидывает перья в задние ряды и наносит урон. И потом Шая после нескольких атак собирает все эти перья обратно. И наносит урон еще дополнительно. Блицран. Ладно, идем просто пока что в уровень. Потихоньку, понемножечку. Время есть. Возьмем 10-й, и там мы, соответственно, будем собирать себе. Ого! Шен, Фиора, Джин. Фиору хочет собрать. Надо за ним следить, чтобы он ничего такого не собрал лишнего, а то это будет печально. Но по сути у него такое Фиора в 2 звезды. Тут за этим, ребят, надо внимательно следить, потому что если чувак, не дай бог, соберет тут фиолку, как я собрал, либо легендарку, то это GG. Объективно это GG. Это будет невозможно снести. Особенно если Фиора там в 3 звезды, не дай бог, соберется. Это что, это ГГ. Я в предыдущем ролике показывал, что такое Фиора в 3 звезды. Тупая аннигиляция. О, 11 хп. Ну, может не успеть собрать Фиору. Но если выпадет, надо по-любому будет купить. Бард, Блицранг, Шая. Так, берем 10-й. И надо покупать. Так, Шен, Джин, хорошо. Так, вот так, вот так, вот так. Джин, Фиора. Я случайно скипнул, ну ладно.
Плюс от Звина возьму. Еще одни перчатки вора получил. Ладно, в Шена закину, пусть будет. Капец, Нуну танчит. 12 тысяч урона затанчила, на секундочку. Нормально тут тип живет, кстати. Фиора еще одна. Шен, Джин, 2 звезды. Так, Сону продадим. Вот так. Джин, 2 звезды. Еще. А, тип там вылетел, кстати, который собирал легендарки. Хорошо, можно теперь так сильно не параноиться. Можно вообще Блицранка поставить вместо кого? Вместо Леона можно поставить. Капец, Эдзвина уже в кого-нибудь закинул. Пусть будет. Ну, это, по-моему, ГГ. Эх, жалко, Шая не собирал. Надо было... А, ну у него одна моя Шая. Неприятненько, конечно. Ну ладно. А, все, это конечное. Я не успею легендарку собрать. А хотелось бы, конечно, хотелось. Ну, если бы у меня была хорошая экономика, я бы не ролился на 10-м, как не знаю кто, то, может быть, бы я ее и собрал. Шанс, конечно, маленький, но никогда не равен нулю. Фу, Фиора. Блицранг. Еще один Блицранг. Да, если бы я ставил себе хорошую экономику, возможно, бы я его успел бы собрать. Кого-нибудь в 3 звезды. Блицранг сюда. Фиора. Давай, блин. Ой, в конце я подумал о том, что надо половину своего стола распродать. Ну ладно. Надо было оставить просто чисто моего там Кенча. И оставить легендарки, все. Ту же Шаю продать. Ну ладно. Ладно. Все равно хорошо получилось. Слишком хорошо бы, я даже так это назвал. Что у меня там по рангу уже? Платина 2. Нормально. Нормально. Скоро до изумруда дойду. Хотелось бы, конечно же, изумруд получить, но... Пойдет. Пойдет. Не, ну мне фартануло. Очень фартануло на раннего там Кенча. Да. Было бы, знаете, красиво, если бы я в Изумруд 1 зашел бы. Ой, в Изумруд 1. В Изумруд 4 бы зашел. С таким там Кенчем. Ну ладно, короче, я думаю, что Шаю нужно будет перезаписать и раскрыть ее по полной программе, потому что по факту тут я раскрыл именно там Кенча, а не Шаю. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свои лайки, подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!